Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим о последнем художнике эпохи рококо. Жан-Оноре Фрагонар. Годы жизни 1732-1806, один из наиболее известных художников эпохи рококо, воплощение изящества и фривольности, где нет места излишней вульгарности, зато господствует легкомысленное и игривое отношение к жизни. Качели, духи, поцелуи, прекрасные дамы в изысканных нарядах, галантные кавалеры – это все творчество Фрагонара, ставшее олицетворением своей эпохи. Именно благодаря его картинам нам кажется, жизнь тогда была легкомысленно изящной, а честь – не пустое слово. Фрагонар родом из французского города Грасса, бывший тогда центром кожевной промышленности. Отец Фрагонара занимался тем же, что и многие в этом городе, был кожевником. Его лайковые перчатки с удовольствием покупали обеспеченные горожане, но некоторым избалованным аристократам запах кожи показался слишком грубым и неприятным. Потому он стал вымачивать кожу в розовом масле и придавать ей аромат сандала и ванили. Постепенно Фрагонар-старший сменил деятельность и стал успешным парфюмером. Потом семья перебралась в Париж, а в 13 лет Жан стал помощником нотариуса. Отец не хотел, чтобы его сын был дубильщиком кожи, тяжелое это ремесло, и приобщился к более тонким занятиям. Но юриспруденция не интересовала юного Жана, зато он постоянно рисовал посетителей конторы, где работал. Начальнику все это надоело, и он заявил отцу Жана: «Может быть, я помогу его устроить в ученики к Франсуа Буше?» Буше тогда был самым влиятельным и известным живописцем. Обучаться у него считалось за счастье. Но тот, посмотрев работы Жана, заявил, что тому нужно пока поднабраться опыта у художника Жана Шардена. Он был человеком порядочным и скромным, являлся мастером небольших камерных портретов и жанровых сцен. Но все это не очень-то соответствовало натуре и характеру Фрагонара-младшего. Тот был человеком горячим и импульсивным, а копировать скучные жанровые сцены вроде кухарок и прачек ему не хотелось. Однако деваться некуда, да и опыта он у Шардена поднабрался, поскольку тот был отличным педагогом. Наконец он стал учиться и работать у Франсуа Буше. И вот тут талант Фрагонара проявлялся в полной мере. Вся эта декоративность, изящество, пикантность, рококо была его родной стихией. Ему нравилось что-то изобретать и импровизировать в живописи, писать картины чувственные и восхваляющие радость жизни. Стиль Буше был очень близок к Фрагонару, и иногда трудно было отличить работу одного художника от другого. Именно работы Фрагонара считают вершиной стиля рококо. Его картины были не столь декоративны, зато более импрессивны и изобретательны, а еще очень жизнерадостны. Глядя на них, почти всегда улучшается настроение, становится игриво, легкомысленным, как и полотна Фрагонара. В 20 лет он пишет картину «Иеровам приносит жертву идолу», которую высоко оценили критики, и он получил возможность поехать в Рим, усовершенствовать свое мастерство. Однако ему нужно было пройти 4-летний курс в школе протеже, где он опять досконально изучал анатомию, колористику и рисунок. Лишь в 24 года смог приехать в Рим, там он изучает произведения искусства и древние руины. Иронично, что именно тогда он оценил по достоинству живописность труда прачек. Итальянки стирали одежду в фонтанах и античных бассейнах. Это впечатлило молодого Фрагонара, и он пишет полотно «Прачки», но уже в своем стиле. А еще он был очень легким в общении и веселым парнем, настоящей душой компании. Легко заводил друзей и полезные знакомства среди сильных мира сего. Ему повезло получить протекцию влиятельного и богатого аббата Жана-Клода Ришера де Сен-Нона. И благодаря его поддержке путешествовал по всей Италии, попутно создавая свои картины. Когда он вернулся в Париж, то был уже признанным мастером кисти. Он быстро понял, еще будучи учеником Буше, что лучше всего у него получаются легкомысленные, игривые и пикантные картины, и стал совершенствоваться в этом направлении. Так появились галантные поцелуи украдкой и качели, фирменная работа художника. Были и более пикантные засов и совсем уж недозволенная, особенно по современным понятиям, стянутая рубашка и девушка, играющая с собачкой. Однако для серьезной официальной карьеры нужно было писать и более серьезные полотна, потому Фрагонар создает картину «Карес и Каллероя». Но потом решил не тратить время и силы для получения академической должности, чтобы рассчитывать на государственные заказы.
Частные заказчики платили больше, и писать картины для них было выгоднее. А им нравился именно его фирменный фривольный стиль, а не мифологические сцены. В 1769 году Фрагонар знакомится с Макри Жерар. Она также была родом из Грасса, дочерью парфюмера, и приехала в Париж, чтобы стать художницей. Макри взяла у него несколько уроков в живописи, а потом переехала к нему в дом. Спустя некоторое время Фрагонар женился на ней. Правда, Макри сама несколько нарушила семейную идиллию, когда пригласила в свой дом младшую, 14-летнюю сестру Маргариту. Та проявляла недюжные способности к живописи и, выучившись у Фрагонара, стала известной художницей. Но и поводов для ревности давало немало, хотя нет никаких подтверждений, что между ними были какие-нибудь отношения. Потом была революция, и живопись Фрагонара посчитали излишне декоративной и пошлой, воплощающей лишь неумеренность и развратность аристократии, для которой она и была предназначена. Хорошо хоть, что его ученики Жан-Луи Давид, бывший на хорошем счету у республиканцев-революционеров, замолвил за него словечко, и Фрагонара не тронули, он даже стал работать в Лувре на административной должности. Но старость его была безрадостной. Художника основательно подкосила смерть его юной 18-летней дочери. Его сын стал художником, но всячески отмежевался от связи со своим отцом. Мода на рококо кончилась, балом правил неоклассицизм. Фрагонар остался неудел и часто ходил в одно парижское кафе заказать пирожное или мороженое. Так было и солнечным днем в августе 1806 года. Фрагонар купил мороженое, а потом задремал. Посетители сначала не стали его будить, пусть пожилой человек немного отдохнет, а выяснилось, что он внезапно и тихо умер. Так ушел из жизни последний живописец эпохи рококо в лучах солнца, ожидая мороженого. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.